Беспроводные ТВС-наушники, которые имеют силиконовые заушины для более надежной и удобной посадки. 10-миллиметровые драйвера DLC с алмазоподобной углеродной диафрагмой и катушкой Daikoku из меди. Чип Qualcomm QCC3040, Bluetooth версии 5.2, поддержка кодека aptX, время автономной работы до 36 часов вместе с боксом и 9 часов на одном заряде наушников. Дизайн с уклоном в спорт, водонепроницаемость стандарта IPX7 и, как вы уже поняли, обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Havit Haki Action H Series. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Кто бы мне 3 года назад рассказал, что Havit будут еще жить так долго и столько моделей интересных выпускать. Распаковка. Поставляется данная модель в интересно оформленной упаковке в голубом цвете. На ней есть изображение, краткая характеристика и название модели. Пакинг отличный, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, мешочек для хранения, за что спасибо, краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и комплект амбушюр разных размеров. Вес одного наушника 9,5 граммов, а бокса без наушников 60 граммов. Габариты бокса и наушников вы можете видеть на экране, как и размеры звуковода. Бокс не особо компактный, но учитывая, что наушники имеют заушины, бокс сделали небольшим. Звуковод круглой формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Напоминаю, что я еще Honor Magic 5 Ultimate разыгрываю и условия других конкурсов, которых иногда много, как и мои контакты в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Haki Action можно приобрести в голубой и черной расцветке. Дизайн бокса своеобразный, выполнен он из глянцевого пластика. Тактильные материалы приятные, но бокс скользкий. Сборка бокса неплохая. В кармане шорт его не особо комфортно носить. Далее на корпусе расположили букву H, разъем для зарядки Type-C, краткую характеристику, кнопку для сброса, выступ для удобного открытия крышки и LED-индикатор. Открыть одной рукой бокс можно, крышка не имеет фиксации в открытом состоянии, что, конечно, не совсем удобно. Люфт у крышки имеется и не маленький, это плохо. А я думал, Havit наконец-то стали без недостатков выпускать боксы. Шарнир металлический, хлопок при закрытии бокса глуховатый, кому-то понравится. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, маркировку left и right. Наушники в боксе слегка гуляют, вытряхнуть их из бокса с открытой крышкой усилий не потребует. Перейдем же к наушникам. Выполнены наушники из глянцевого пластика, а заушены из силикона. Материалы и сборка хорошие, выглядят они как спортивные наушники, что очевидно. Посадка плотная, из ушей они выпирают не сильно. Пассивная шумоизоляция средняя. Во время пробежки из ушей не выпадают, заушины не натирают и свою задачу выполняют отлично. При длительном использовании появляется лишь легкий дискомфорт. Далее на корпусе расположили по два контакта для зарядки, маркировку, 4 микрофона в общей сумме и сенсорную область для управления, которая обозначена плоской поверхностью и буквой H. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости и включение игрового режима, который по заявлению производителя снижает задержку до 80 миллисекунд. Это мы, разумеется, проверим. Ложных срабатываний у меня не было, что хорошо. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на английском языке женским голосом. Управление полноценное, за что огромный плюс. Ко всему оно достаточно удобное. Настроить тапы нельзя, так как поддержки фирменного приложения нет. Далее наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами DLC с алмазоподобной углеродной диафрагмой и катушкой Daikoku из меди. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, активное шумоподавление, режим прозрачности и подобные функции в данной модели отсутствуют, что, конечно же, очень даже печально, так как для пробежек на свежем воздухе хотелось бы иметь хотя бы режим прозрачности. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному они работают и при подключении не бесшовное, а со звуковым сигналом включения наушника. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, датчиков автоматической паузы нет, как и нет мультипоинта. Летим дальше. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, бокс имеет аккумулятор на 420 мАч. Полный цикл зарядки наушников от бокса занимает около 50 минут. Бокс поддерживает беспроводную зарядку, что удобно. Наушники по кодеку aptX на 70% громкости отыграли 6 часов 45 минут, а с боксом около 28 часов, что, к слову, довольно хороший результат. 10 минут подзарядки наушников дает в среднем 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость класса IPX7 только у наушников. Отмечу, что все тесты и запись примера микрофона я проводил до того, как они искупались в воде. Но так не делать, конечно же. Не IPX8 здесь, плавать в них нельзя. Установлен чип Qualcomm QCC3040 Bluetooth, здесь версии 5.2, из кодеков на борту AAC, SBC
CVC и aptX все довольно стандартно, наушники связь со смартфоном держат стабильно, без обрывов и фризов, даже через две стены и на улице. При просмотре видео на YouTube с включенным игровым режимом задержка незаметна, как в целом и в играх. Но 80 миллисекунд, конечно же, они не выдают. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением CVC Smart Call Gen 8 справляются со своей задачей неплохо. Сильного перегруза я не обнаружил, как и искажений голоса во время разговора. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Havit Haki Action H Series. Не скажу, что это идеальные микрофоны с одной стороны, с другой стороны, вот что-что, а у Havit'ов микро более-менее всегда работало. Не всегда меня устраивает размер данных наушников, особенно звуководы. Так что если вы будете подбирать себе этого бренда какие-нибудь ТВСки, не факт, что они будут плохими, но обязательно их примеряйте. В принципе, как и любые наушники, необходимо примерять. Звучание. Havit Haki Action H Series. Звук как раз основной плюс данной модели, так как они отлично сбалансированы и имеют приятную глубину и детализацию. Бас плотный, средний бас в наличии, середина с неплохой проработкой, а верха звучат отчетливо и приятно. Сцена как для ТВС наушников средняя. Инструментал различим, вокал как мужской, так и женский звучит хорошо. Как по мне, модель не новая, и сейчас в этой ценовой категории есть наушники с практически таким же звучанием и при этом более обширным функционалом. Минусы. Крышка бокса имеет значительный люфт, материалы бокса скользкие, нет ANC режима прозрачности, нет мультипоинта, нет датчиков автоматической паузы, нет поддержки фирменного приложения. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Если еще и колокольчик прожали и написали, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор, двойное спасибо. Резюмирую. Беспроводные наушники Havit Haki Action H Series. Удобные ТВС-наушники с приятным звучанием, интуитивно понятным управлением, отличным временем автономной работы и беспроводной зарядкой бокса. И пусть первый блин 3 года назад у них в каком-то смысле был комом, как для спорта, я считаю, данная пара отличный выбор. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.